Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу рассказать об одном очень хорошем способе, который поможет вам получить супер раннюю продукцию на высокорослых томатах. Этот способ с успехом применяют многие огородники, которые занимаются выращиванием томатов в больших количествах. То есть для коммерческого использования, для того, чтобы получить раннюю продукцию, они просто проводят подрезание своих растений над четвертой кистью, таким образом убирая верхушку, точку роста, и прекращает дальнейшее развитие растения вверх. Но за счет того, что растение перераспределяет свои силы, свое питание внутреннее на укрупнение кистей. 4 кисти уходят, вырастают, укрупняются, краснеют и уходят на продажи в первую очередь по хорошей цене. Это что касается коммерческого выращивания. Я понимаю, что большинству из нас с вами, кто не занимается продажей излишков овощей или тем более кто не выращивает сугубо для продажи помидоры, такой способ не совсем интересен, потому что растение отдает урожай в сжатые сроки, компактно и быстро. Но ранний, да, ранний урожай, вот денежку заработать можно, но нам больше интересно, конечно же, растянуть плодоношение, получить сначала раннее, первую, вторую, третью кисть, и затем длительное время, до самой осени, иметь возможность на кустах собирать по нескольку плодов, чтобы порезать всегда свеженький помидорчик на стол. Друзья, поэтому я буду подрезать всего-навсего буквально 2-3 растения. И мы с вами через некоторое время вернемся к этим растениям и сравним, что получилось по сравнению с растениями, на которых я верхушки не обрежу. Вот первая кисть начала у нас вязаться, вторая кисть уже завязалась у нас полностью, третья кисть на яблочках завязана, цветет четвертая кисть, но пятая уже начала появляться. Вот сейчас пятую кисть мы и обрежем вместе с вами. И следующее такое же растение, давайте его тоже сразу перед обрезкой осмотрим. Друзья, вот она первая кисточка. Вот она хорошая такая, смотрите, вот вторая кисть полностью у нас уже, да, завязалась вторая кисточка. И вот у нас третья кисть тоже на яблочках полностью. Ну и четвертая, только-только начали образовываться яблочки. Пятая кисть появилась, но мы ее тоже сейчас удалим. Итак, друзья, оставляем по 2 листочка над четвертой кистью. Вот четвертая кисть, вот раз листочек и 2 листочек. Оставляем где-то сантиметр-два и обрезаем. То есть верхушку вот эту вот мы удаляем. Да, на первый взгляд, конечно же, жалко, потому что уже начала появляться пятая кисть, потом шестая, седьмая, восьмая. Обычно до 8 кисти мы и оставляем развитие томатов. Так, вот у нас четвертая кисть, друзья. Давайте тоже раз листочек и 2 листочек. И отступаем сантиметр-два, обрезаем, удаляем верхушку. Все, мы с вами сейчас запомним эти растения. Ну, я их запомню, во всяком случае. Вам не надо, конечно же, об этом думать после просмотра видео. Вы увидите это все в следующий раз, когда будет что-то наглядно у нас. Друзья, почему, еще раз напомню, не стоит все обрезать, потому что вот на вот этих необрезанных растениях мы будем собирать, да, до августа месяца точно урожай. А если пасынки запустим, второй стебель придет время, если запустим, то и дольше. Буквально до заморозков мы сможем получать на них уже какие-то, плоды, пусть и не самые крупные, но тем не менее, сможем длительно получать. Поэтому не советую обрезать, а для эксперимента, чтобы вы на своем опыте тоже могли попробовать, вот пару кустиков попробуйте. Для того, чтобы убедиться, насколько применим этот способ и насколько он работает. Потому что у кого-то он может работать на 100% прекрасно и результативно, а у кого-то, возможно, наглядного такого результата не будет. Я не знаю, как сработает этот способ у нас. Будем наблюдать, будем продолжать выращивать. И обязательно я это все покажу.